Всем привет! Сегодня приготовим меню на целый день. Первым приготовим быстрый завтрак, который готовится буквально за 10 минут. Сначала подготовим ингредиенты. Берем один большой лист тонкого лаваша и складываем его вдвое. Вырезаем из него 2 круга с помощью крышки от сковороды и ножа. 80 грамм сыра трем на крупной терке. Одну сардельку тоже трем на крупной терке. Ее можно заменить колбасой или уже приготовленным мясом. 3 яйца разбиваем в миску. Солим по вкусу и перчим. Все взбиваем венчиком до однородной массы. Сковороду ставим на маленький огонь и сразу же наливаем немного растительного масла. Кладем первый лист лаваша. Лаваш посыпаем половиной тертого сыра. Выливаем яичную смесь. Посыпаем тертой сарделькой. Сверху выкладываем оставшийся тертый сыр. Все накрываем вторым лавашом. Сковороду накрываем крышкой и готовим завтрак на маленьком огне примерно 5 минут. Спустя 5 минут переворачиваем блюдо на другую сторону и опять накрываем крышкой. Готовим еще 1-2 минуты. Завтрак готов, можно подавать на стол. Завтрак за 10 минут получился очень вкусным и сытным. Готовится быстро и продукты доступные. Такой завтрак сможет приготовить каждый. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и быстро. На обед приготовим суп с фрикадельками и фасолью. Суп простой в приготовлении, очень вкусный и питательный. Сначала для супа нужно сварить фасоль. Для этого 1 стакан фасоли замачиваем на ночь в чистой воде. Уже замоченную фасоль кладем в кастрюлю и заливаем примерно 2,5 литрами воды. Варим фасоль практически до готовности, примерно 30-40 минут, в зависимости от сорта фасоли. Пока варится фасоль, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. Полкилограмма фарша солим по вкусу и перчим. Все хорошо перемешиваем. Из подготовленного фарша скатываем небольшие фрикадельки. Готовим пассировку для супа. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 2 помидора тоже нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 3-4 минуты до мягкости моркови. Сюда же в сковороду кладем нарезанные помидоры. Тушим на небольшом огне еще около 5 минут. Фасоль уже практически сварилась. Добавляем в кастрюлю фрикадельки. Доводим фрикадельки до кипения и снимаем образовавшуюся пену. Сюда же кладем нарезанный картофель. Варим суп примерно 15 минут до готовности картофеля и фрикаделек. Когда все сварилось, суп солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и перчим. Сюда же добавляем приготовленную овощную пассировку. Все перемешиваем. Измельчаем пучок свежей петрушки и кладем ее в суп. Доводим суп до кипения и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с фрикадельками и фасолью получился очень вкусный и сытный. Готовится такой суп несложно и нравится всем, как взрослым, так и детям. По желанию сухую фасоль можно заменить консервированной, тогда готовка займет еще меньше времени. К супу приготовим горячие бутерброды. Приготовление очень простое и быстрое. Такие бутерброды прекрасно подойдут на завтрак к чаю или на обед к супу. В миску разбиваем 2 яйца.
Кладем 1-2 столовых ложки майонеза или сметаны. Немного солим. Все перемешиваем венчиком до однородности. Лук нарезаем мелкими кубиками. Понадобится 1 небольшая луковица. Также можно использовать зеленый лук. Сыр трем на крупной терке. Понадобится 100 грамм сыра. Я использую голландский сыр. Нарезанный лук насыпаем в миску к яйцам. Сюда же добавляем тертый сыр. Добавляем 1 чайную ложку сухих итальянских трав и 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Начинка готова. На сковороду наливаем растительное масло. Подготовленную начинку выкладываем на ломтик батона или хлеба. Сразу же кладем на разогретую сковороду начинкой вниз. Так заполняем всю сковороду. Жарим хлеб с одной стороны примерно 2-3 минуты до золотистой хрустящей корочки. Готовые бутерброды снимаем со сковороды. Сразу же начиняем и кладем вторую порцию бутербродов. Из этого количества ингредиентов для начинки у меня получилось 11 бутербродов на нарезном батоне. Бутерброды сразу же подаем на стол. Горячие бутерброды получились очень вкусными и сытными. Готовятся просто и получаются всегда. Такие бутерброды прекрасно подходят к чаю или супу. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. На десерт приготовим потрясающий пирог с творогом и яблоками. Он получается настолько вкусным, что на одном кусочке просто невозможно остановиться. Сначала подготовим изюм. 100 грамм изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Прошло 10 минут. Воду сливаем, а изюм обсушиваем бумажными полотенцами. Одно яблоко разрезаем на четвертинки. Каждый кусочек очищаем от семян и кожуры. Подготовленное яблоко нарезаем небольшими кубиками. Замешиваем тесто. В миску разбиваем 3 яйца. Яйца начинаем взбивать и постепенно насыпаем 150 грамм сахара. Все взбиваем до однородной пены. Ко взбитым яйцам добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла. Опять взбиваем. Сюда же в тесто насыпаем 150 грамм творога. Снова перемешиваем. В эту смесь насыпаем 200 грамм муки и сразу же на муку насыпаем 15 грамм разрыхлителя. Тесто перемешиваем до однородности. В тесто высыпаем нарезанное яблоко и подготовленный изюм. Все перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Диаметр моей формы 22 см. Лишнюю муку высыпаем. В подготовленную форму перекладываем тесто и равномерно его распределяем по дну. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 40-45 минут. Если пирог запекся сверху, а в середине еще сырой, то уменьшите температуру до 160 градусов и запекайте еще 10-15 минут. Готовый уже остывший пирог сверху посыпаем сахарной пудрой. Пирог получился очень вкусным и ароматным. Особую нежность пирогу придает творог, а яблоко делает его в меру влажным. Сладость пирогу и особый вкус придает изюм. Обязательно приготовьте такой пирог, это очень вкусно.
Следующим приготовим быстрый и вкусный ужин на сковороде. Блюдо готовится максимально просто, а результат обязательно порадует вас и ваших близких. Минимум времени и максимум вкуса. Одно куриное филе нарезаем кусочками, вес мяса 300 грамм. На горячую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем мясо. Обжариваем филе на большом огне до румяной корочки. Периодически его перемешиваем. Одну луковицу нарезаем кубиками. Лук добавляем к мясу и обжариваем еще 2-3 минуты. Одну морковь трем на крупной терке. Морковь также добавляем в сковороду. Перемешиваем и обжариваем еще 2-3 минуты. Берем 2 зубчика чеснока и нарезаем его небольшими кубиками. Добавляем его в сковороду и перемешиваем. В емкость кладем 2 столовых ложки с горкой томатной пасты, это примерно 70 грамм, и наливаем 300 мл воды. Все перемешиваем. Вместо томатной пасты можно использовать томатный сок. В сковороду насыпаем 200 грамм макаронов. Я использую макароны из твердых сортов пшеницы, так как они лучше сохраняют форму и не развариваются. Добавляем разведенную томатную пасту. И сюда же вливаем 200 мл молока. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Сковороду накрываем крышкой. После закипания жидкости готовим макароны на небольшом огне примерно 15 минут. В процессе варки блюдо можно перемешать 1-2 раза, чтобы макароны равномерно приготовились и не слиплись. Для дополнительного аромата и свежести можно посыпать блюдо измельченной зеленью. Я использовала петрушку, но также подойдут укроп, кинза или зеленый лук. Посыпаем зеленью непосредственно перед подачей, чтобы сохранить ее яркий вкус и аппетитный вид. Макароны с мясом получились очень вкусными, сытными и ароматными. Блюдо готовится просто и быстро, а результат порадует всю семью. Это отличный вариант для ужина, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Также на ужин приготовим очень вкусный салат с молодой капустой, морковкой и огурцами. Салат необычный за счет заправки. Сначала подготовим все ингредиенты. Капусту мелко шинкуем ножом. Понадобится полкочана капусты, это примерно 350 грамм. Морковь трем на крупной терке. Для салата понадобится 1 морковь среднего размера. Огурцы разрезаем пополам и нарезаем полукружочками. Понадобится 2 средних огурца. Нарезаем пучок петрушки. В миску кладем подготовленную капусту, огурцы, тертую морковь и насыпаем петрушку. Салат немного солим. Перчим черным молотым перцем. Для особого пикантного вкуса добавляем 1 столовую ложку горчицы с зернами. По желанию ее можно заменить обычной острой горчицей. И кладем 2-3 столовых ложки майонеза. У меня домашний майонез. Все перемешиваем. Салат выкладываем на блюдо и подаем на стол.
Салат с капустой, морковкой и огурцами получился очень вкусным. Необычный пикантный вкус салату придает горчица. Такой салат отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Готовится он просто и очень быстро.